если самый важный сигнал в истории человечества уже был получен? И мы даже не поняли, что это было сообщение. Представьте себе обычную ночь в обсерватории. Телескопы медленно сканируют небо. Компьютеры фиксируют свет далеких звезд. Все спокойно, все предсказуемо. И вдруг среди привычных данных появляется объект, который не вписывается ни в одну из известных моделей. Он прилетел из межзвездного пространства. Он двигался слишком необычно, и он вел себя странно. Этот объект получил название 3I Atlas. Сначала астрономы решили, что это просто очередной гость из глубин космоса, возможно, комета или астероид, выброшенный из другой звездной системы. Такие объекты уже наблюдались ранее, но очень быстро стало ясно. 3I Atlas не похож ни на один из них. Его хвост вел себя вопреки законам солнечного ветра. Его яркость менялась необъяснимым образом. Его траектория корректировалась так, будто кто-то управлял движением. И тогда к обсуждению подключился гарвардский астрофизик Ави Леб, ученый, который уже однажды поставил под сомнение привычные объяснения межзвездных аномалий. Он не утверждал, что это корабль. Он не говорил о пришельцах. Он сделал то, что делают настоящие ученые, начал считать вероятности. И по его расчетам, совокупность аномалий оказалась настолько необычной, что объект получил один из самых высоких уровней в шкале возможного технологического происхождения. Звучит невероятно? Возможно. Но еще невероятнее то, что произошло дальше. 3I Atlas начал испускать ритмичные сигналы. Импульсы, повторяющиеся с точной математической последовательностью. Простые числа 2, 3, 5, 7, 11. Универсальный язык математики, понятный в любой точке Вселенной. Совпадение? Ошибка измерений? Или нечто большее? Перед тем, как исчезнуть за границей Солнечной системы, объект отправил последний устойчивый сигнал, который до сих пор анализируется исследователями. Сегодня мы разберем, что именно наблюдали ученые, какие данные были получены, почему мнение Ави Леба вызвало споры. И может ли 3I Atlas стать первым намеком на то, что мы во Вселенной не одни? Потому что если этот объект действительно был чем-то большим, чем просто космическим камнем, то история человечества уже изменилась, просто мы этого еще не осознали. Кто такой Ави Леб и почему его мнение важно? Ави Леб – профессор Гарвардского университета, астрофизик, известный своими исследованиями черных дыр, космологии и поисков внеземных технологических сигнатур. Ранее он уже высказывался о необычности другого межзвездного объекта – Оумуамуа. Тогда его гипотезы вызвали бурную дискуссию. И вот теперь 3I Atlas. Чтобы не звучать голословно, Леб предложил специальную шкалу вероятности технологического происхождения межзвездных объектов от 0 до 10. 0 – полностью естественный объект. 10 – подтвержденная внеземная технология. Изначально 3I Atlas получил 4-й уровень – множественные аномалии без убедительного природного объяснения. Но по мере накопления данных оценка была повышена до 9-го уровня – 9 из 10. Это означает, что совокупность аномалий выглядит крайне необычно. Первая странность – поведение хвоста. Когда телескопы впервые детально зафиксировали объект, ученые ожидали увидеть обычную кометную картину – хвост, направленный от Солнца под действием солнечного ветра. Но произошло обратное. Была обнаружена струя вещества, направленная в сторону Солнца. Чтобы понять, насколько это необычно, представьте костер на ветру. Дым всегда уходит по направлению ветра. А теперь представьте, что он внезапно начинает двигаться против него. Именно так выглядело поведение 3I Atlas. Ученые начали искать объяснения. Необычный состав, специфическая структура поверхности, особенности вращения. Но ни одна модель не давала полного ответа. Вторая аномалия
Плотность и движение. Следующий вопрос касался массы и динамики движения. По расчетам траектории, объект должен был иметь определенную массу, но фактическое поведение указывало на более низкую плотность. Проще говоря, он двигался так, будто был легче, чем выглядел. Некоторые исследователи осторожно предположили возможность полой структуры. Это не доказательство технологии, но еще одна аномалия в копилке странностей. Маневр, который все изменил. А затем произошло событие, вызвавшее наибольший резонанс. В определенный момент 3i Atlas полностью прекратил ультрафиолетовое излучение. Он словно замолчал на 12 часов. А затем, ровно в 2 часа 17 минут по всемирному времени, его траектория изменилась. Отклонение составило всего 0,9 градуса. В земных масштабах – ничто. В космических – значительное изменение курса. Анализ показал ускорение порядка 14 метров в секунду в квадрате. Ни давление солнечного света, ни гравитация, ни выброс газа не могли полностью объяснить этот маневр. Это выглядело не как случайное отклонение, а как корректировка курса. И еще одна деталь. Новая траектория почти совпадала с направлением, по которому объект вошел в Солнечную систему. Словно он возвращался обратно. Увеличение яркости и температурная стабильность. После выхода из солнечного соединения 3i Atlas стал ярче примерно на 400%. При этом инфракрасные наблюдения показали удивительную стабильность температуры. Обычно, если объект становится ярче, он нагревается, но здесь тепло словно регулировалось, как будто внутри работал механизм, поддерживающий энергетический баланс. Импульсы простых чисел. Затем началась самая обсуждаемая часть истории. Объект начал испускать ритмичные ультрафиолетовые импульсы с периодом примерно 247 секунд. Когда данные обработали и выделили закономерности, ученые заметили последовательность. 2, 3, 5, 7, 11 – это простые числа. Почему это важно? Потому что простые числа – универсальная математическая концепция. Их знают в любой возможной системе счисления. Они считаются одним из самых логичных способов показать наличие разума. Вероятность случайного возникновения такой последовательности крайне мала. НАСА призвало к осторожности, предлагая естественные объяснения, связанные с вращением или геометрией поверхности. Но команда Ави Леба указала: мы имеем не одну аномалию, а систему взаимосвязанных необычных характеристик. Наблюдение телескопа Джеймса Уэбба. Когда к исследованиям подключили космический телескоп Джеймса Уэбба, данные стали еще интереснее. Гиперспектральная съемка показала признаки регулярной структуры под поверхностью. Были обнаружены повторяющиеся шестиугольные сегменты, словно соты, ориентированные вдоль оси вращения. Представьте идеально собранную структуру, где каждый элемент совпадает по размеру и форме. Дополнительные спектральные данные указывали на высокую проводимость материала и возможное присутствие никель-титановых соединений. Это не является прямым доказательством искусственного происхождения. Но такие структуры крайне необычны для природных космических тел. Финальный сигнал. Перед тем, как покинуть пределы Солнечной системы, 3i Atlas испустил последний ультрафиолетовый импульс продолжительностью ровно 13 минут и 37 секунд. Анализ показал наличие бинарной структуры, повторяющихся цифровых паттернов. Интересно, что временной интервал повторения совпадал с длительностью самого сигнала. Некоторые исследователи предположили, что это может быть форма закодированного сообщения. Это гипотеза, не доказательство. Но в истории науки многие открытия начинались именно с гипотез, казавшихся слишком смелыми. Исчезновение за гелиопаузой 21 сентября приборы зафиксировали кратковременные изменения космического микроволнового фона, слабого остаточного излучения Большого взрыва.
После этого 3i Atlas пересек гелиопаузу, границу, где влияние Солнца уступает место межзвездному пространству, и исчез. Больше наблюдений нет. Остались только данные. Что все это значит? Важно подчеркнуть, научное сообщество не объявило 3i Atlas инопланетным кораблем. Большинство исследователей придерживаются осторожной позиции и ищут естественные объяснения. Но история этого объекта показала нечто важное. Мы больше не можем автоматически считать, что все межзвездные объекты обязательно естественного происхождения. Наша техника становится точнее. Наши телескопы чувствительнее. А значит, мы все чаще будем сталкиваться с загадками. И, возможно, однажды одна из них окажется не просто аномалией, а подтверждением того, что интеллект во Вселенной не уникален. И главный вопрос: если завтра мы снова получим подобный сигнал, будем ли мы готовы его понять? История 3i Atlas — это не утверждение, а приглашение к исследованию. Это напоминание о том, что Вселенная гораздо сложнее и загадочнее, чем мы привыкли думать. Если вам интересны научные загадки, реальные данные и границы современного знания, оставайтесь с нами, потому что космос, возможно, уже начал говорить.